Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. У меня есть такая кофта, мне ее подарили. Кофта очень хорошая, качество высоченное, но такая беда. Попало какое-то средство от выведения пятен, и остались вот такие пятнышки. Они есть только на рукавах, в основном на рукаве, и одно спереди. Я спрашивала вас совета, как мне быть, что мне делать. Спасибо всем, кто мне дал совет. Значит, если делать какие-то в спортивном стиле, нашивать полосочки, то мне надо ее распарывать все. Она не цельно вязаная, она обработка оверлоком, это очень трудоемко. Это, во-первых. Во-вторых, я не очень люблю спортивный стиль. Поэтому аппликации нашивать тоже как-то мне не сильно хочется. Я нашла вариант. Сейчас я вам с ними поделюсь. Буквально совсем недавно я узнала, что ткань можно раскрашивать. Существуют специальные краски по ткани. Вот, я купила белую для пробы. Я уже сшила детские штанишки, раскрасила их этой краской. Мне очень понравилось, как получилось. Если вам интересно, то ссылка на это видео в правом верхнем углу экрана. Поэтому я решила просто замаскировать эти пятна. Буду рисовать и накладывать краску прямо на пятна. Я люблю цветочные узоры. Скачала кое-что в интернете. Люблю вот всякие завитушечки. Цветы несложные, простые в исполнении. Я уже попробовала на тех штанишках, как накладывается краска. Вот такой цветочек мне не очень нравится, я его убираю. Так, ну что-то вот такое я буду делать. Основной рисунок будет у меня на плече. Видимо, это будет... Я буду принимать решение прямо по ходу дела. Здесь самый густой рисунок будет здесь на плече. И какие-то веточки с листочками будут спускаться сюда, чуть-чуть на спину. И сюда вперед, и одна веточка зайдет сюда. Делается это следующим образом. Во-первых, у меня в данном случае ткань плотная. Я, если честно, уже чуть-чуть попробовала, как ложится краска вот здесь с изнанки. Она достаточно хорошо ложится. Она не протекла сюда. Но, тем не менее, техника безопасности должна быть. Мы вовнутрь должны вставить что-то, что не промокает. Это может быть полиэтиленовый пакет, а может быть файл, это может быть какая-то клееночка. Далее я буду рисовать прямо на ткани. У меня есть карандаши, которые смываются, при термообработке исчезают. Этим карандашом можно мелом, можно специальные копирки продаются. Это я изучила в интернете. Это у меня будет вторая вещь, которую я в этой технике хочу исполнить. После того, как я нарисую рисунок, я начну заполнять ее краской. Вот так вот я вырезала схематично. Теперь я один контур обведу. Вот накладываем сюда. Где у нас тут еще? Здесь у нас попадет. Вначале сделаем эту часть, потом возьмемся за следующую.
Этот я закрасила на первый раз, продлила рисунок. Это не обязательно следовать вот этому рисунку. Это как образец, что бы я хотела рисовать. Здесь ваша фантазия ничем не ограничена. Поэтому и продолжаем рисовать. Так уже получается. Это первый слой, который просто впитывается в структуру ткани. Мы нанесем второй при необходимости. Вы почувствуете, когда станет ровно, гладко, ничего просвечивать не будет. Вот сколько слоев надо будет, столько и нанесем. Сейчас надо закрыть плечо. Наверное, я на плече сделаю что-то вот такой вот цветочек, только покрупнее. Чтобы лепесточками перекрыл все вот эти. И что у нас там еще остается? Спереди у нас остается только вот здесь на животе. Поэтому рисунок будем продолжать какими-то вот такими завитушечками. И здесь закончим. Может быть, еще цветочки добавим. Пока это подсыхает, буду рисовать цветочек. Вот на первый раз покрыла, сейчас не буду переходить. Наверное, вот это с этим рисунком я закончу, на второй раз покрою. Все точно так же. Во втором, пока она не станет ровной, краска. Видите, она второй слой уже ложится значительно ровнее. Вот здесь на 2 слоя я покрыла. Пока краска сохнет, чтобы не мешало нам работать, я начертила аналогичный рисунок спереди. Вот здесь у нас пятнышко, оно у меня сюда попало. Теперь начинаю все то же самое, рисую здесь. Вот я покрыла на 2 слоя. Это сотрется, это у меня мел. Покрыла на 2 слоя. Здесь есть еще не прокрас, поэтому сейчас я буду покрывать на 3-й слой. Все точно так же. Утомлять вас, как я работаю с кисточкой, я не буду. 3 слоя я нанесла. Это было вчера. Все это хорошо просохло. Сохло больше 10 часов. Теперь это нам все надо прогладить. Прогладить это обязательно. Это часть технологического процесса. Вот, не знаю, надо отпаривать или нет, но проглаживать обязательно. Вот так у меня получилось. Ну, я решила еще немножко добавить. У меня есть бусинки. И сюда в центр цветочка их пришить. Ну вот теперь все. Я думаю, на этом я остановлюсь. Вот такой рукавчик здесь. И все. Мне самый очень понравился этот метод, этот способ вообще украшать одежду. Как выяснилось, можно. Здесь немножечко это у меня мел, он сотрется. Во-первых, украшать одежду. Во-вторых, как выяснилось, можно маскировать всякие недостатки. В-третьих, это способ просто выделиться из толпы. Сейчас, вы же видите, тенденция такая, все серые и абсолютно незаметные в толпе. Вот чего я не люблю. Свою индивидуальность надо всегда везде проявлять. И мне очень интересно ваше мнение. Как вам понравилось? Понравился вот такой метод? Понравилось то, что я сделала? Обязательно оставляйте комментарии. И если вам понравилось, ставьте лайк. До следующих встреч!